Чуваки, я поиграл с кайфом. Не потому, что игра года, нет, это все тот же самый Сталкер. От огромного количества багов, знакомой атмосферы, средненького сюжета и так далее. Я просто почитал отзывы от обычных игроков. У них там такие были ожидания завышены. Чуть ли это не должна была быть GTA 6 Pripyat Edition. С машинами, танками, вертолетами, свой собственный дом, смена прически, цвета глаз, доходя порой до того, чтобы в наушниках играла рэп-музыка. Нет, это все тот же самый Сталкер. Несмотря на огромные проблемы с оптимизацией, то бишь, как говорят, утечка памяти, которая приводит к дропам до 5 FPS. Кстати, первый патч уже вышел с огромными правками, особенно в балансе. Чуть позже вы услышите основную мою претензию касаемо именно баланса. Я не стал сильно редактировать текст, чтобы вы понимали, с чем я столкнулся, как решал эти проблемы и к чему это привело. Так сказать, первое мое впечатление и большинства игроков. Постоянная проверка компиляции шейдеров. Спасибо человечку, который выпустил мод как временную затычку. Огромное количество багов, причем даже руинящие сюжетные квесты. Подобрал какой-то квестовый шмот или просто залутал где-то хабар, получите, распишитесь в виде незагружаемых сейвов. Доктор не открывает двери, хотя сам же пригласил. Вроде как с помощью консоли научился проходить сквозь стены. Все решилось, но не до конца. Лодочка почему-то становится враждебным. То есть решение одной проблемы приводит к другой проблеме. В Залесье не происходит никакой кипиш, хотя звали на помощь. Снова же все там начудил, навертел, вроде как получилось пофайтиться, и все в Залесье остались живы. Отойдя 100 метров, нам сообщают, что их каким-то образом всех перебили. В очередной раз на помощь приходит консоль. Телепорт туда, телепорт назад, и все готово. Квест не заруинился. Отсутствие ИИ, то есть Alive 2.0, выключен. Глупые болванчики просто прут на тебя как смертники. Крайне редко, но все-таки происходят стычки между группировками. Ну, возможно, это просто запуск скрипта. Скрипты — это вообще кладезь Сталкера 2. Я бы даже дал название игры Скрипт 2. Залутал рюкзак, нападение по скриптам. Смена погоды по скриптам. Выбросы тоже по скриптам, и только посмей побежать и спрятаться в другое здание. Полное отсутствие баланса. То, сколько тебе платят за контракт, никогда не оправдает не то, что стоимость ремонта оружия, а простых патронов, которые, если ты играешь на средней сложности, будешь всаживать по 3-4 обоймы на простых мутантов. За кровосисью я молчу, лучше беги. И это еще далеко не все. Там текстуры дрыгаются, артефакты не отображаются, 2D деревья. Но! Очень большое но. Несмотря на все эти огромные, действительно огромные проблемы, будто сырой альфа-версии, что ли, я поиграл с кайфом. Теперь по порядку. Когда касаешься второго Сталкера, понимаешь, что без политики не обойтись. Абсолютно каждый обзор или рецензия так или иначе будут затрагивать эту тему. Будут затрагивать все, но только не начинку самой игры. Как раз таки я хочу с вами об этом поговорить. Рассказать, что там по сюжету, но только без спойлеров. Подискутировать на тему геймплея, механики, что нас ждет дальше и так далее. Я сам по себе не являлся никогда фанатом серии Сталкера, но так уж вышло, что я с ним прошел достаточно большой отрезок своей жизни. Изначально меня подсадил на вселенную Сталкера мой дядька. Я даже не просил об этой игре, но когда он переустанавливал винду, обязательно как доп. Бонус ставил Сталкера. С огромной кучей модификаций. У меня на рабочем столе ярлыков было больше 10 штук. Мне кажется, я даже не смогу вспомнить, что там вообще было. Позже я, конечно, перестал следить за Сталкером. Насколько это было возможно, потому что бац, где-то услышал, что вышел новый мод, и там столько всего добавили. Потом еще один бац, Сталкеры онлайнные, вилки и, упаси господи, аномальная зона. Кстати, если интересно, обзорные ролики на эти 3 игры у меня есть на канале. Ссылочки оставлю в описании. И вот уже в наше время, когда впервые назвали дату релиза в начале 2022 года, я никак не отреагировал. Окей, выйдет, да и выйдет. Потом десятки переносов, и вот, наконец-то все-таки дожили до релиза второго Сталкера. Увы, но далеко не все, и мой дядька тоже. Увага всім! На поверхні викид. Будьте вкрай обережні. Укриття не залишати.
Запуская Сталкер, я ни на что не рассчитывал, думал, будет куча повесточек. Те, кто частично следили за майками, знают, что там структура полностью прогнила под фэм-сообществом, ЛГБТ и все в таком духе. Можно почитать их высказывания и поиграть в игры, которые издавала Microsoft за последние 2 года, когда в угоду diversity, наплевав на канон, меняли цвет кожи главному герою. Кстати, этих помощничков не так давно распустили. Видимо, не особо помогли. Да, я обещал, что не буду затрагивать политику, но хотел вам передать свое настроение. Возвращаясь к Сталкеру, естественно, первое, на что обратили все игроки свое внимание, так это на оптимизацию. Движок Unreal Engine 5. Настолько ребятки докодились, что оптимизация — это еще не самая большая проблема этой игры. Утечка памяти, которая приводит к дропу до 5 кадров. Чаще всего в густонаселенных местах, особенно наше любимое Залесье. Сколько там багов, сколько там вылетов и ошибок движка, даже страшно начинать перечислять. Но благо, что лично я очень быстро закрыл глаза на все эти проблемы, а я настолько душный и даже дотошный, когда дело касается оптимизации. Возможно, сыграла роль все-таки ностальгия, ведь сюрприз, это тот же Сталкер. С той же приятной и близко нам знакомой атмосферой, но уже на новом движке и с очень неплохой, я вам скажу, картинкой. Детализация — мое почтение, лучшая из лучших. И тут я, если бы и хотел соврать, не получилось бы. Ко всему этому добавим еще и левел дизайнинг. Да, тот самый, который хейтили AXBT на одном из своих стримов. К чему весь шум, я не понимаю, потому что это все те же локации, но только доведены до ума. Забраться туда таким способом, а здесь нужно запрыгнуть, а тут присесть, а теперь проломить. Погода, молнии, выбросы, аномалии сопровождаются с уникальными звуками и далеко не пустыми локациями. Когда я смотрел трейлер, мне стрельба, если честно, вообще не понравилась. Как-то она ощущалась слишком пластмассово. На релизе, как мне кажется, мы получили очень приятную стрельбу. Каждое оружие ощущается уникально. И стрелять по врагам одно удовольствие. Наверное, больший процент, почему я играл в Сталкер, связан именно с оружием и мувментом. На экран это передать тяжело, но если вы играли или планируете поиграть, вы поймете, что я имею в виду. Одним словом, атмосфера того самого Сталкера действительно присутствует. В своих обзорах я чаще всего говорю, что разработчики просто деградировали на фоне предыдущих частей. Что-то урезали, кого-то убрали, 0 отсылок, будто бы они стыдятся своего прошлого. В Сталкере 2 отсылок на свои же игры масса. Старые знакомые персонажи, плюс с теми же голосами, что действительно приятно бьет по твоей ностальгии. Людству не виправити. Воно має бути знищене. Можно придраться, что вот, они говорили на русском, а теперь на украинском. Полемику поднимать я не хочу на эту тему. Ее уже сотни раз обсудили до меня. Скажу лишь, что в трейлере все звучало гораздо хуже, чем в самой игре. Думал, это подпортит атмосферу. Не сам украинский язык. Он красивый, когда говорят на нем так, как нужно говорить. А то, что вы сами понимаете, играешь все время на одном языке, потом бац, твой комфорт забирают. Как это было с Call of Duty этого года. Но на мое маленькое и скромное мнение, украинский язык хорошо дополняет тех же ученых, или, допустим, как звучит Агата. І тепер його доля в ваших руках. Справедливо. Сюжет и второстепенные миссии. Кто-то говорит, что в Сталкере никогда не было сюжета, а его любили чисто за атмосферу и сам геймплей. А другие, напротив, обсуждают различные теории, зачем и почему. Я лишь скажу простыми словами. Приятно было окунуться в игру, где тебе не будут компостировать мозг по поводу фэмок, ЛГБТ, какое местоимение у того или этого. Просто нормальный сюжет для мужиков. Есть проблема, и мы ее должны решить, попутно принимая различные решения. Как именно
именно они будут влиять на финал, мне неизвестно. Даже если никак, это не страшно. Почему? Потому что до этого выборы запускали уникальные диалоги. С кем мы будем корешиться в самом начале и кого выберем потом. Второстепенные миссии попали прям в точку сталкера. Все максимально по теме, без духоты, с интересными диалогами и решениями задач. Где-то нужно чувачка вывести с электрического поля, где-то вживиться в роль и принять участие в спектакле. Какую сторону принять, кого спасти, убить, все это мы будем самостоятельно выбирать. Вот как пример одной из интересных миссий. Нам дадут заказ уничтожить Султана и Бороду. Якобы их время вышло, да и у них постоянные мутки. Придя на позицию, можем сразу их убить. Или чуть-чуть подождать и послушать диалог и понять, что все это время их стравливали друг на друга. Ну и как итог, за нами последнее слово. Ну круто ведь, чувствуешь себя как в каком-то боевичке, на снайперской позиции, убивая или наоборот спасая ветеранов Припяти. А там мы еще и Шрама повстречаем, главного героя Чистого неба, и конечно же Сидоровича. Как вы уже могли догадаться, в сюжетном плане, атмосфере, геймплее, механиками это все тот же самый Сталкер, но с небольшими, а в некоторых местах наоборот большими улучшениями. Я зазирнув, як тільки сюди прийшов. Пусте, діряве корито. А ну, чики-брики в дамке! Мистер Кабан, вот ты все хвалишь и хвалишь, а где же там минусы? А все просто, их нет. Ладно, шучу. Конечно же они есть и их прям очень много. Но это именно те проблемы, которые решаются. И если дать мододелам инструментарий, они конечно же с годами превратят эту игру в совершенно что-то новое. Для нас это не в новинку. Такое уже было и вот оно снова повторяется. Поэтому я по сути не удивлен, как и многие фанаты этой серии. Тут было изначально очевидно несколько нюансов. Вес игры почти 160 гиг. Проблем точно уж наберется. Открытый мир без подзагрузок между локациями. Привет, тот Говард. Не забывайте, что GSC и Game Worlds это не Rockstar. На мое мнение, слишком много на себя взяли. Какие-то очень большие амбиции для небольшой студии. Да и вообще у многих основная претензия к тому, что Alive 2.0 попросту не работает. Бегая по открытому миру, ты не чувствуешь симуляцию жизни. Все происходит только вокруг главного героя в радиусе 50 метров. Из-за этого боты могут заспавниться прямо за спиной. Или выйти из тупика, откуда ты вообще их не ждал. Очень-очень глупые и банальные пугалки. Помните, как в хоррорах раньше пугали? Резкий звук, выпрыг. Вот и на этом закончили. Да ё... Все завязано на скриптах. Как я говорил в самом начале, какие-то замесы, выбросы, смена погоды, чувствуется, что меняется в зависимости от квеста. По-моему, даже когда я подбегал к Террикону, погода резко изменилась и пошел дождь. Убив этого мутанта, резко подрубается скрипт с выбросом. Беги туда, куда мы тебе указали. Если бы это было сюжетно хоть как-то оправдано. Там с кем-то по рации свяжемся, спрячемся, поранимся. Нет, нам просто дали точку спрятаться от выброса ближе к квесту. Мы прибежали, посидели и пошли. Баланс экономики поломанный. Ты не можешь понять, что такое Stalker 2. Хардкорное выживание, где ты всаживаешь по 3 обоймы в кровосисю. Или лутер-шутер по типу колды, где ты собираешь кучу ресов и отстреливаешь болванчиков. Остальные проблемы исправляются самыми простыми модами. То, что я в принципе себе и установил для баланса. Тестерам Stalker 2 нужно поотрывать руки за настолько дикий дисбаланс. Меткость ботов, их бесконечные гранаты. У каждого второго есть все те же гранаты. Так ко всему прочему еще и простреливают сквозь стены, видя тебя в темноте и очень тупые во время стелса. Вес припасов, постоянный перегруз. Носишь с собой квестовые предметы, которые тоже весят много. Маяк вообще 12 кг. Что за боеприпасы, не ясно. Нужно навестись, чтобы понять. Очень слабая выносливость. Где-то видел, что ПМ наносит больше урона, чем дробовик. Якобы у дробовика лучшая пробиваемость, но урона меньше. И вот таких вот небольших дисбалансов, которые вроде как тестеры должны были проверить, сообщить и как-то решить, очень много. Можем еще доклепаться до продолжительности дня. Лично для меня огромный минус. Весь геймплей происходит в 90% случаев ночью. Дня почти не вижу. Они действительно сделали одинаковое время для дня и ночи. Как пример, Rockstar в своих играх делают день всегда длиннее, чем ночь. И мне кажется, это идеальный баланс. Странно еще то, что нет лута с мутантов. Ты тратишь обоймы, аптечки, а получаешь ровным счетом ничего. Хотя где-то я слышал, что кодеры нашли в файлах игры готовые
готовые картинки. Видимо, действительно сроки поджимали. Почему на запястье не висят часы? Почему Скиф может спать только по 8 часов? Где ПНВ? Почему урезанный КПК? Ни лица Скифа, ни инфы о группировках, нет репутации, нет бинокля. Где справочник о мутантах, которых мы повстречали? Вопросы, вопросы, вопросы. Кстати, вот во время записи вспомнил насчет чернокожих. Если бы они были как наемники, со своим языком, фамилиями, 0 вопросов. Или если бы они общались на суржике. Может, было бы прикольно, а так как-то странно. Спасибо, мадам. Небольшими правками то тут, то там удалось набрать воздуха в легкие. Сталкер 2 перестал быть таким душным, как изначально планировался. Я Поки не щастить. піду огляну місцевість. Подытожим. Если к оптимизации люди уже привыкли, кто-то даже смог с помощью модов улучшить свой игровой процесс, то вот в срочном порядке нужно фиксить утечку памяти и включить или доработать Alive 2.0. Потому что, как я говорил ранее, сюжетная часть, второстепенные задания, левел-дизайнинг, стрельба, мувмент — эта часть сделана на действительно неплохом уровне. Но далеко ты на этом не уедешь. Поиграл, прошел и забросил. Не хватает как раз таки одной из самых важных частей сталкера — симуляции жизни. Когда, путешествуя по такой большой карте, ты смог бы повстречать рандомные группировки, которые между собой перестреливаются, может быть, занимали бы территории, а сталкеры ходили бы с детекторами в поисках артефактов, чтобы у них была своя экономика и так далее и все подобное. На данном этапе скрипты частично восполняют этот недостаток. К примеру, пройдя 50 метров, будет здание с бандосами, а у них свой квест. Или устроить тебе подставу, забрав часть твоих денег. Кто-то будет байтить на подсвеченный труп, стоя на мосту и смотря в бинокль. Но это все один раз проходится и забывается. Баги тоже нужно фиксить, потому что некоторые квесты ощущаются, прям будто я попал в раннюю альфа-версию игры. Просто какая-то чушь на экране, которая портит погружение. Так-то задание по защите Залесья в теории должно быть интересным. Встретиться с батей и с кучкой тех парней, которые решили сдать отпор монолиту. Начать зачистку деревни. Встретиться за столом. Обкашлять все вопросы. Каждому помочь и снова отбить нападение с разных флангов. И потом подытожить. Там кто-то погиб, кто-то выжил и так далее. Но на деле получаем кусок поломанного скрипта. В общем, я не советую на данный момент играть в Сталкера 2, потому что никто не застрахован от багов. Вы очень сильно испортите себе впечатление от того, какой игра может быть. Но если у вас очень круто работает воображение, чтобы проходя какое-либо здание вы понимали, в теории здесь могли бы быть бои за территорию каких-то группировок, а вот здесь сидеть бандосы. И только так, с хорошим воображением сможете насладиться игрой. У меня с этим вроде как в порядке. Я себе в башке прокручиваю разные моменты, какие-то ситуации. Потому что приходит понимание того, что фундамент у игры надежный. Осталось исправить начинку. С вами был Мистер Кабан. Надеюсь, я не очень сильно задушнил. Хотелось рассказать, с чего все началось, передать свое отношение к Сталкеру, что даже не желая в него играть, он все равно присутствовал в моей жизни. Встретимся.